Я просто знала, что есть такая страна, что она была в составе Советского Союза. Когда он распался, Украина стала независимым государством. Здравствуйте, меня зовут Крынина Ирина Михайловна. Я гражданка Российской Федерации. В данный момент я нахожусь в Украине, в городе Киев. Это же не на небо смотреть, а на здание. А я-то хотела на небо. Я же на работе придумала легенду, что мы едем по горящей путевке в Турцию. Я набрала купальники, я набрала груди. Я еду в Украину в один конец, но я не могла взять там теплую одежду, зимние ботинки, потому что я понимала, что если начнется обыск, то ко мне начнутся вопросы, почему вы едете в Турцию, а у вас зимние ботинки в чемодане. Это было интернет-знакомство, там мы встретились, и, как это говорится, ёкнуло, вот, понравился. Вот, начали отношения, там он меня там вместо каких-то кино или еще куда-то, он возил меня на природу, на рыбалку, там я ловила рыбу, это такие эмоции непередаваемые. Вот. Ну, этим подкупил, наверное. Привет. А что ты шепотом-то говоришь? Зачем ты приехала? Ну, сейчас мы про это и будем разговаривать. Ты же сидишь в плену 3-й месяц и вообще не знаешь, что у нас в России происходит. На момент прилета я сразу обговорила, что я назад не поеду, что я не хочу ехать назад. Я хочу добиться масштабного обмена, чтобы каждый военнопленный вернулся к своим родным и близким без страха, что его обратно кинут на войну. Я хочу остановить военные действия, потому что я не вижу смысла в этой войне. Я бы не смогла оставаться в России. После того, как я окунулась вообще в то, что происходит, я бы там не смогла оставаться. Просто некоторые друзья отвернулись вообще прям конкретно, от которых, в принципе-то, и не ожидала. Там они гадости всяких наговорили, что там предательница. Ваши родственники разыскали вас с помощью проекта «Хочу найти». Мы вас пригласили, и сегодня вы сможете созвониться со своими родными и близкими. Некоторым из вас передали письма и фотографии. Вас будут вызывать в порядке очереди. Вы рады? И голосовое давайте запишем. Здравствуйте, Людмила, я рядом с вашим братом. Запишите голосовой. Люда, привет. У меня все хорошо, посылки получил, все нормально. Еще отправляй, сигарет побольше. Вот, все хорошо, не болею, скоро буду. Людмила, мы же вам не позвоним, он же у вас уже звонил один раз. Мы не можем повторно давать звонки, потому что у нас очень много, кто еще ни разу не звонил.
полгода мы были вместе. Накануне, перед тем, как ему пришла повестка по мобилизации, он сказал, чтобы я подавала на развод, потому что я была с мужем официально не разведена. Мы просто как бы разъехались по разным городам, и все. Вот. Ну, и я подаю на развод, а ему приходит повестка. Развожусь я уже, когда он на войне был. А кто-нибудь хочет родным записать видео «Привет»? С российской стороны помощи ждать не нужно. Я поменяла ему статус в начале августа, а с Украиной я связалась в середине августа. А в середине сентября уже приехала. Все обеды ждем. Так, а вы куда-нибудь обращаетесь, чтобы его поменяли, или вы просто ждете? По правам человека к Москалькову обращались. Когда в последний раз? Когда? Он должен быть. Вы должны каждую неделю всем обзванивать, садиться на телефон и обзванивать, и говорить, когда вы вернете моего сына. 20 месяцев уже в плену. Уже был 1,5 года, да. А вы как-то моей маме писали, можно я видео выставить? А она вам так и не передала посылку? Да. Ни одну? Да. Она не хочет вам передавать посылки. Да? Ну, не получилось. Я не Если знаю. видео отправить, что да, ты египетский нельзя? Она не хочет. Я ей говорила уже много раз. А что говорит? Ничего не говорит. Давайте. Мам, привет, со мной все нормально. Сможешь деньги, пожалуйста, переслать? Спасибо. Она вам ни разу, да, ни деньги, А ты ни... не присылала? Присылала? Я, например, написала, что раз нам представить посылки, типа сложно. Может, боится? Может быть. Вряд ли. Да. Я присылала, потом говорит, мне типа страшно, может, я еще отпустить. А вот... Ну, я не знаю, сын важнее, наверное, чем ФСБшник. У нас родственники подают заявку в «Хочу найти». Получают там подтверждение, что да, их близкие действительно находятся в плену, и они могут записаться на бесплатный видеозвонок. Очень много военнопленных без статуса в России. То есть они без вести пропавшие, там, или активные, или сочих поставили, а они в плену находятся. И мы помогаем родственникам добиваться этого статуса. Мы приезжаем в лагерь, записываем видео для подтверждения для части. Очень многим помогли, и благодаря этому больше 500 военнопленных попали на обмен. Фамилия, имя, отчество, дата рождения и сколько вы уже в плену находитесь? Я года рождения, нахожусь в плену 20 месяцев. В России город. У меня 9 классов образования, и то я не учился, 6 класса. Ну, я работал, бабушка меня, потому что воспитывала одна. Мама, папа. Мама давно в тюрьме или мама? Нет, мама просто уходила от отца, он пил. Ну, чуть-чуть там сложились такие обстоятельства. А вы контрактник или мобилизован? Доброволец, получается. Ну, контрактник как бы. Добровольно пошел, как... Вы не Ладно. жалеете? Сейчас жалею, конечно, об этом всем. Сыночка, не переживай. Мы сильные, мы справимся. Я люблю тебя, я тебя нашла. Ты никогда не расстраивайся. Я рядом всегда. Я молюсь за тебя, все, сына. мама. Милый мой. Тебя освободили? Я хотела тебе посылку отправить. Не надо. Связалась с людьми, как... Не надо, у меня есть все тут. Что у тебя есть? У меня тут все есть нормально. У меня есть справка, статус твой. Я добилась в военкомате. Я сказала, как? Ребенка забрать.
касается ничего. Где он, что с ним. Они мне ничего не говорили. Я добивалась, я ходила туда каждыми днями. Да им вообще Сына, пофиг ну я на добилась. сына. Ты как попал вообще, я ничего не понимаю. Как объяснить это даже? Я собрать не смогу это сейчас ему. Ну, чуть-чуть я по-другому там думал вообще, ну, за войну и за что воюют, ну. Дай фамилию, ім'я по батькові, голосно і виразно. Я вообще не представляла, что со мной будет. Я вот ехала к нему, чтобы его поддержать, чтобы его увидеть, чтобы у него появилась возможность вообще начать новую жизнь. Ну, я думала, что после того, как его там бросили на мясо, ну, как рассказывали, что у него что-то изменится, там внутри какое-то осознание придет, что-то поменяется. Но когда я приехала, я не увидела вообще этого. Сегодня ночью и утром опять был масштабный обстрел. Я приехала на место прилета. Меня пустили, чтобы я лично посмотрела разрушения и записала их для неверующих русских. Также хочу заметить, что здесь нет военных объектов. Здесь только школы, университеты и жилые дома. Вообще цель нашего движения основная – это безусловный обмен всех на всех. Мы к этому стремимся. Я не могу сказать, что у меня прям к ним всем сочувствие есть, потому что многие из них убийцы. Или, допустим, военнопленный, который мне прям на интервью говорит: да, я вернусь и обратно пойду на войну. Мне его не жалко. Но я не могу ему не помочь, потому что каждый обмененный – это возвращенный украинец. Это борщ. И на второе это у нас овсянка с мясом. И хлеб вот тут вот. Так, вот я взяла обед свой. Сейчас буду пробовать. Сейчас борщ покажу. Ну-ка, смотрите тут что у нас. Школы закрываются в России, садики закрываются, никто не хочет их ремонтировать. Я не знаю, какое-то просто тупое население воспитывают. Я когда ездила в отпуск в Китай, в Таиланд, в Европу, мне не хотелось возвращаться в Магадан. Это просто такой серый и унылый вид, вообще как будто, я не знаю, как в лагере для военнопленных. Так, 3 блока сигарет. Чай, кофе. Так, все. Между поездками в лагерь там, и обменами я занимаюсь посылками. Они от родных, там от жен, от матерей, от сестер, от братьев. Вот, они передают, и я тут их собираю. Так, видеосборка вашей посылки. Я положила сигареты, сахар, чай. Три пары носков. Кофе. 2 пары трусов и термобелье. Женя сейчас и Женя тогда – это вообще 2 разных человека. Я не знаю, что произошло с ним на войне, там, в плену, что он пережил, но я его не узнаю. Женя,
конструктивный вопрос. Она возвращаться назад не будет. Ты возвращаться хочешь? Да. Да, я бы хотела вернуться в Россию, потому что это все-таки моя родина. Но если сказать честно, я не вижу в ближайшие десятилетия процветающую, счастливую Россию. И там будут большие перемены. Но вернуться я туда хочу. У меня там могила матери. Я хочу на нее съездить. У меня там все-таки недвижимость осталась. Мне нужно что-то с ней делать. Там, продавать ее или еще что-то. Поэтому вернуться я туда вернусь. Я работала с военнопленными весь день в Запад-1 в лагере. И тут заходят и сообщают мне новость, что Навальный умер. И мы начинаем спрашивать у военнопленных, а знали ли вы такого человека? Большинство сказали, что они такого даже не слышали никогда. Их общая масса – это или заключенные, или там из села какого-то. 99% это просто вот необразованные люди, без образования, без целей, которые вообще... Один мне сказал, а я узнал, что война идет только в 24 году и сразу контракт подписал. Они рассказывают обязательно погибших, кого они видели, называют позывные, даты смерти, потому что я понимаю, что для родственников, которые ищут, это видео может быть ценным, потому что они узнают, может, своего и узнают хотя бы дату смерти его. У меня же мамы нету, папы нету. У меня осталась только тетя. Ну, с ней поддерживаю. Со свекровью бывшей общаемся. О, дочка я сейчас. Да, Донь. Чё? На работе. Ты меня позвонила узнать, на работе я или нет, и все? А что? Ну, конечно, я хочу семейного счастья, потому что семья – это вообще главное, семья и дети. И я бы хотела встретить мужчину достойного и прожить счастливую жизнь. И что вас в 58 лет потянуло на войну, расскажите? Что случилось в вашей жизни? Ничего хорошего и ничего плохого. Деньги? Ну, тоже это... Они будут говорить то, что считают для них безопасно, что для них выгодно. Когда спрашиваешь о целях, они, кто прямо говорит, я пошел из-за денег, там, у меня больной сын, мне нужно было там, ему на лечение, там, или жена больная, там, или кредиты. Есть такие, которые говорят правду, а многие просто отмалчиваются. Еще будет 2. Что, вы поедете? Подвернете, куда я поеду? Не, мы сами наклеим. Я всегда накладные все сама делаю. Чтобы я просто пришла на почту, сдала их. Мне некомфортно было бы называть там, понимаете, да? После последней поездки в лагерь, я даже могу зачитать, девушка одна написала, что там мне позвонили с лагеря,
Типа позвонили, и я побежала в ФСБ, рассказала. Тебе бесплатно дали позвонить с твоим близким братом. А ты просто побежала в ФСБ и начала сдавать, с каких номеров тебе звонили. Брат у нее попросил посылку, а она говорит, я ему ничего отправлять не буду, это же и меня в тюрьму посадят. Кто вас ждет дома? Надеюсь, родители еще живые. Брат. А почему вы решили на войну пойти? Вы мобилизованы? Меня не спрашивали. Мобилизованы? Да. Ну что, ты же понял, что мы в этом самом переехали в Польшу. Я понял, все, молодец, правильно сделал. Что там родители? Как? Папка ж умер. Да ты шо? И жена не дождалась. Ну а что делать? А дети есть у вас? Нет. А вы давно были вместе? Это больше 10 лет. Я когда только начинала, ко мне там обращалось немного людей. Я скажу правду, немного людей обращалось, потому что побаивались все-таки. А сейчас я просто уже не вывожу. Это такие объемы. Вот, допустим, за январь и февраль, вот за январь подано, хочу найти колоссальное количество заявок, 8 тысяч за месяц, там 8 с копейками. Долго сидел. Когда сказали, вообще не верил. Прапорщик пришел и говорит, ты, да, ну. Потом уже потихоньку. Сегодня вернется 175 российских военнопленных, а в Украину вернутся 175 военнопленных и 22 тяжело раненых. У меня вопрос к российским властям. Когда же они начнут забирать своих тяжело раненых в больших количествах? Потому что сейчас в плену находится очень много тяжело раненых и больных военнопленных. Это возможно добиться, если Россия согласится на смешанные медицинские комиссии или на обмен всех на всех. У меня нет надежды. Уже 3 года уже скоро. Какая надежда? Уже вся надежда. Нету.